Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. В этом выпуске, когда поднимут возрастной ценз ИСУ, изменение стоимости прыжков, замены короткой и произвольной программ на техническую и артистическую, юниорский чемпионат Европы и 4 континентов, и когда станет известно распределение фигуристов по этапам Гран-при. Камила Валиева, она не катается под музыку, а пишет своими движениями эту музыку. Было бы неплохо, чтобы Алина Загитова вышла замуж за Юдзуру Ханю. Вице-президент ИСУ Лакерник, об олимпийском сезоне и доминировании России. Как вы в целом оцениваете работоспособность концепции пузыря на чемпионате мира? Во время вируса выбирать не приходится, в минувшем сезоне с учетом всех обстоятельств, это был хороший способ провести крупные соревнования по фигурному катанию. И оба турнира в таком формате, чемпионат мира и World Team Trophy, были весьма успешными. Вариант с использованием пузыря в следующем сезоне вы также допускаете. Если будет необходимо, будем использовать пузырь, какие-то его элементы точно сохранятся в следующем сезоне. Но хотелось бы надеяться, что ситуация с вирусом в мире будет улучшаться, и зрители смогут вернуться на арены. Вместе с тем, не было ли ощущения, что с мерами безопасности на чемпионате мира слегка перегнули, те же маски в Kiss and Cry выглядели странно. Мы сделали все возможное, чтобы турнир состоялся без риска для здоровья участников. Это было приоритетной задачей в соответствии с политикой ИСУ. Если говорить о финансовой составляющей, для ИСУ проведение чемпионата мира даже в таком формате выгодно. Конкретных цифр раскрывать я не могу, но если по существу вопроса, то, как я и говорил ранее, здоровье и безопасность участников чемпионата мира была для нас и для оргкомитета приоритетом номер один. Глобально для ИСУ в этом вопросе было два ключевых момента: фигуристы хотят соревноваться на крупных международных турнирах, а болельщики — смотреть на них. ИСУ оказал максимально возможную поддержку в проведении чемпионата мира в безопасном формате, в том числе и в финансовом плане, что, как вы понимаете, в вопросе принятия решений имеет весомое значение. Средств было вложено немало, с другой стороны, это и есть цель ИСУ — продвигать спорт и организовывать турниры. На онлайн-конгрессе этим летом стоит лишь ждать глобальных изменений. Повестка дня Конгресса появится в ближайшее время, что-то конкретное можно говорить только после этого. Я могу лишь отметить, что организовать полноценную дискуссию в онлайн-формате довольно сложно. Читал документ о потенциальных изменениях на сайте ИСУ, и не обнаружил в нем никакого упоминания ранее актуальной темы — замены короткой и произвольной программ на техническую и артистическую. Эта идея все еще рассматривается. ИСУ изучает возможные изменения форматов соревнований в фигурном катании, но этот процесс требует времени. В частности, это относится и к упомянутому вами предложению, по технической и артистической программам. В целом же в 2022 Конгресс рассмотрит некоторые предложения по части форматов. К примеру, расширение чемпионата мира – это предложение Совета ИСУ. ИСУ готовится проводить сезон в полном объеме. А что насчет темы изменения стоимости прыжков? В прошлом году ИСУ очень быстро принял нововведение и также стремительно все вернул назад. Она получит ли какое-то продолжение в будущем? В ближайшем нет, в следующем сезоне стоимость элементов в одиночном и парном катании останется такой же, как и в сезонах 2020, 2021 и 2019-2020. Это не сиюминутная необходимость. Прямо сейчас нет нужды менять стоимость прыжков. Из всех предложений, которые были опубликованы на сайте ИСУ, меня больше всего заинтересовали вышеупомянутая идея Совета по расширению чемпионата мира и инициатива венгров учредить юниорский чемпионат Европы и 4 континентов. Как считаете, это вообще возможно, есть ли у ИСУ на это деньги? Инициатива Совета касается увеличения общего количества участников чемпионата мира. Она проработана и будет вынесена на Конгресс 2022 года. Что касается идей венгерской стороны, то она должна быть оценена во всех деталях. Вопрос возрастного ценза, как я понимаю, пока отложен. У меня сложилось впечатление, что отношение к нему в мире в последнее время поменялось с позитивного на нейтральное.
Инициативу поднятия возрастного ценза будет рассматривать Конгресс в 2022 году. Но предсказывать результаты обсуждения не берусь. Есть ли какие-либо гарантии, что следующий сезон будет полноценным, включая юниорские соревнования? ИСУ надеется, что удастся провести все запланированные турниры. И мы ведем к ним подготовку в полном объеме, никаких изменений в этом направлении не было. Но гарантий, конечно, нет. Ситуация в мире по-прежнему нестабильна. Касательно ближайших перспектив этапов Гран-при, была информация, что распределение спортсменов по этапам пройдет к началу июля. Заседание рабочей группы по Гран-при пройдет в конце июня. Сразу после этого опубликуем списки распределенных по этапам фигуристов. Джонатан Гурейра, Камила Валиева поцелованный Богом человек, она не катается под музыку, а пишет ее своими движениями. Российский фигурист Джонатан Гурейра, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, высказал мнение о перспективах российской фигуристки Камилы Валиевой. Очень понравилась ваша формулировка про Камилу Валиеву, мощь маленького тела. Покатавшись с этой девочкой в одной команде, вы разгадали секрет, откуда берется эта мощь. Я заворожен Камилой, особенно после того, как мы вместе выступали на шоу Тутберидзе. Это поцелованный Богом человек, невероятно обаятельный в жизни. Ощущение, будто Камила не катается под музыку, а пишет своими движениями эту музыку. Еще и прыжки какие, у нее есть все, что нужно для победы, сообщил Гурейра. Японские болельщики, было бы неплохо, чтобы Загитова вышла замуж за Ханю. Читатели Yahoo News, пожалуйста, закрепите за Загитовой тег «Красивая девушка». В июне олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в Инстаграме фотографию, сделанную на фоне горы Фудзияма, к которой жители страны восходящего солнца всегда относились с особым трепетом. Неудивительно, что данная публикация Алины нашла широкий отклик среди болельщиков фигурного катания в Японии. Многие из поклонников российской фигуристки на страницах популярной платформы Yahoo News прямо предложили дать Загитовой японское гражданство или пригласить ее на работу в одну из местных школ фигурного катания. Комментарии пользователей самые разные, пока одни признаются Алине в любви и называют своим кумиром, другие поднимают уже не раз закрытую тему о нецелесообразности визита иностранцев на острова в разгар вируса. Пожалуйста, закрепите за Загитовой тег «Красивая девушка» в Yahoo News. Японский классик Осаму Дадзай однажды сказал: «Цветок инотера отлично дополняет пейзаж Фудзи», но как оказалось, он ошибся. Пейзаж Фудзи великолепно дополняет Загитова. По-настоящему красивая и милая девушка. Когда я впервые увидел Загитову, она показалась очень похожей на Дженнифер Коннелли в начале актерской карьеры. Пора уже на ПМЖ в Японию, работать тренером фигуристов в школе, названной в свою честь, где-нибудь в префектуре Акита. Лично я хочу, чтобы Алина Загитова вышла замуж за Юдзуру Ханю. Очень хотелось бы думать, что в Загитовой есть частичка японской крови. Простите, но я не понимаю смысл приезда в Японию иностранцев в сложившейся ситуации.